Всем привет! Вы на канале Вуаля Arts, и с вами я, Ирада. Сегодня я буду готовить очень и очень нежное, ароматное, невероятно вкусное и ни с чем не сравнимое варенье из лепестков роз. Варенье из лепестков роз – весьма достойный десерт к чаю после праздничного застолья и самое милое домашнее лакомство к семейному чаепитию. А на его приготовление тратится совсем немного времени. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра! А пока я буду делиться своим рецептом и опытом приготовления варенья из лепестков роз, вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мне понадобится чайная роза, сахар, лимонная кислота и питьевая вода. Перечень и количество всех ингредиентов, как всегда, оставлю под видео. Итак, розу кладу в холодную воду примерно на час. Затем несколько раз меняю воду, при этом каждый раз перекладывая розу из одной посуды в другую, очень бережно мою ее. Затем откидываю в дуршлаг, после кладу на хлопковую скатерть, чтобы вода стекла. Теперь отрываю лепестки от плодов. Я не выбрасываю плоды роз, сушу их и иногда закидываю в заварку, вернее, завариваю чай вместе с плодами розы. Ведь ценность и полезность чайной розы скрывается не только в лепестках, в том числе и в ее плодах. К тому же пару сушеных плодов чайной розы, закиданные в заварной чайник, придадут заварке волшебный аромат. Кроме того, даже чашечка такого чая имеет успокоительное и расслабляющее воздействие на организм человека после трудового дня. В этой связи хочу отметить, что также можно посушить немного лепестков роз. Приготовленный из лепестков и плодов роз чай повышает иммунитет организма, является отличным профилактическим средством при заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта. Несмотря на то, что розы, которые я сегодня купила, достаточно молодые, а их лепестки не очень большие, все же лепестки разрезаю на маленькие кусочки, примерно по 1 сантиметру. При желании этого можно и не делать, но если вы хотите получить красивое варенье, то лучше, чтобы лепестки были поаккуратнее. Я это делаю так.
Беру горсть лепестков в ладонь и ножницами рандомно разрезаю их. В конце еще раз можно будет пройтись ножницами по лепесткам, чтобы уже было наверняка. Друзья, наверняка многие из вас знают о том, что лепестки роз еще с древних времен применялись в народной медицине. И это не случайно, ведь лепестки роз содержат очень ценные и необходимые для организма витамины. Лепестки роз укрепляют иммунитет организма. А розовое варенье давно зарекомендовало себя как эффективное и вкусное средство при стоматите. Еще наши бабушки знали о том, что для лечения стоматита у детей достаточно несколько раз в день смазывать десна розовым вареньем. Варенье из лепестков роз обладают антисептическими свойствами, а также являются отличной профилактикой язвы желудка. Так, лепестки подстрижены. Я привела их в достаточно аккуратный вид и теперь перехожу к следующему этапу. Насыпаю примерно 1 чайную ложку лимонной кислоты и 1 стакан сахара из общего количества на лепестки роз и мешаю все это. При этом слегка мну лепестки, но без фанатизма. Эта, так скажем, процедура убирает рыхлость лепестков и не только. Добавление лимонной кислоты к лепесткам роз поможет проявить их цвет с первых минут варки. Теперь даю им отдохнуть. Закрываю посуду с лепестками роз и оставляю все это на столе до утра. Если на кухне жарковато, то лучше положить посуду с лепестками роз в холодильник. А утром готовлю шербет. Наливаю в сотейник питьевую воду и насыпаю сахар. У меня сотейник с толстым дном. Посуду, в которой будете варить варенье, берите с толстым дном или хотя бы подложите под посуду рассекатель. Периодически помешивая, довожу шербет до кипения и насыпаю в сотейник лепестки роз. Как вы видите, объем лепестков на порядок уменьшился. Лепестки прекрасно вмещаются в сотейник. Периодически мешаю варенье и довожу его до кипения. Огонь пока средний. А вот и пошли первые пузырьки. И я включаю таймер на 20 минут. Варю на огне чуть ниже среднего, ровно 20 минут, не больше. Прошли 20 минут, выключая плиту, и не просто выключая плиту, а полностью убирая сотейник с вареньем с плиты. Даю ему остыть. За это время стерилизовала банки и крышки. Я стерилизовала банки самым проверенным, на мой взгляд, методом. Вы же можете сделать это любым удобным для вас способом. Крышки прокипятила примерно 5 минут. Посуда готова. Теперь еще раз ставлю сотейник с лепестками роз на плиту. Добавляю примерно четверть чайной ложки лимонной кислоты и периодически помешивая, довожу до кипения. Как только пошли первые пузырьки, ставлю таймер на 10 минут и варю не больше 10 минут. Еще в горячем виде собираю варенье по банкам. Вау! Красота! На кухне стоит волшебный аромат, просто волшебный. Вообще, насыщенность запаха чайной розы является отличительной чертой этой необычайно красивой разновидности роз.
Вот на данном этапе, пока варенье горячее, может показаться, что цвет варенья получилось темноватым, более карамельным, что ли. Но это не так. Чуть позже цвет проявится. Если вы не передержали на плите варенье, то все нормально. К утру цвет вашего варенья с лепестками роз будет то, что надо. В погоне за идеальным цветом нельзя переборщить с лимонной кислотой. Хочу отметить, что если лимонной кислоты положить побольше, это положительно отразится на цвете. Но в то же время избыточное количество лимонной кислоты, прямо скажем, не самым положительным образом отразится на вкусе варенья, а именно придаст ему неприятный терпкий вкус. К тому же нельзя забывать о том, что мы уже вместе с сахаром добавляли лимонную кислоту к лепесткам. Все банки с вареньем укомплектованы. Закрываю банки, переворачиваю их и убираю под теплый плед на 24 часа. Банки с вареньем из лепестков роз должны остыть медленно. Я оставила их под теплым пледом чуть больше, чем на 24 часа. Через день достаю варенье, а цвет-то проявился. Цвет идеальный, прямо скажем, радует глаза. Что ж, вуаля! Невероятно вкусное, неповторимое и ни с чем не сравнимое, очень нежное, ароматное, просто божественное варенье из лепестков роз готово. Я убираю банки с вареньем на балкон. Нет необходимости убирать его в холодильник. Если вы поэтапно все сделали правильно, то ваше варенье прекрасно сохранится как на балконе, так и при комнатной температуре и не один год. Варенье из лепестков роз, закатанное таким методом, можно хранить при комнатной температуре годами. Проблема в другом. Содержимое банок очень быстро исчезает, ведь это так вкусно. Попробуйте приготовить варенье из лепестков роз для себя и для своих близких, без консервантов и прочих добавок, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Вы смело можете подавать на праздничный стол варенье из лепестков роз, ведь это весьма достойный десерт к чаю после праздничного застолья. Варенье из лепестков роз также может стать самым милым домашним лакомством к семейному чаепитию. Всем приятного аппетита! Друзья, я была рада поделиться своим рецептом, опытом и всеми тонкостями приготовления варенья из лепестков роз на зиму. Готовите ли вы варенье из лепестков роз и какие еще рецепты варенья и других закаток на зиму интересны для вас? Пишите в комментариях, я всегда открыта к общению. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас.
Пока-пока и до новых встреч!